привет, друзья! Вы в настоящем моменте, меня зовут Виталий, со мной Лада. Мы только-только прилетели из Испании в Германию, и началось. Круговерть, бюрократия, всякие новые задания. Короче, столько всего, что мы целое видео будем вам об этом рассказывать. Но вы ни за что не догадаетесь, куда мы сейчас идем. Лада, скажи. Жениться. Мы идем жениться, друзья. Вы думали, мы женаты, да? Нет, по немецким законам мы живем в блуде, так скажем. Ну, то есть просто они не принимают наши украинские документы как действительные. Поэтому нам нужно прийти в местный ЗАГС и сделать немецкий документ о том, что мы муж и жена. Это самый центр нашего городка. Посмотрите, как красиво здесь летом. Флажки висят, фонтан со слонами, всем известный. Красивые старинные здания. И вот это вот здание, это Standesamt по-немецки, а по-нашему это ЗАГС. По крайней мере, здесь находится ЗАГС. Друзья, вы же любите проникать в святая святых, в здание немецкой бюрократии. Давайте посмотрим. Открыто. Это уже хорошо. Подожди, это, по-моему, до 12 часов только работает, да? Ну ладно. Мы должны успеть. Вау. Не придержал дверь. Лестница такая парадная. Большая, широкая. Для того, чтобы церемонии здесь могли проходить. Так, большой зал. Холл. И никого, да? Так, подожди, что здесь есть? Лепнина на стенах. Какой-то еще там музей. Ну, слышу какие-то голоса в комнатах. Как это часто бывает в Германии, в принципе, сразу не получилось все оформить. Здесь просто сегодня не было нужного специалиста. Женщина придет завтра, поэтому мы взяли термин на завтра, придем и все, мы будем женаты по-немецки. Завтра, конечно, это долго ждать, но для вас это одно мгновение. Хлоп, и следующий день настал. Мы только что вышли из Штандезамта, и мы немножко разочарованы, потому что мы ожидали, что нам дадут какую-нибудь новую бумажку на немецком языке, и мы можем ее показывать всем. И на этой основе мы могли бы устроить прям целую свадьбу. Но показать нечего. Теперь нам сказали, ваши данные внесены в компьютерную базу. Все. Теперь все в Германии знают, что вы официально расписаны. Даже в налоговой службе. С переоформлением нашего брака тут есть один нюанс. Мы должны были сделать перевод нашего украинского свидетельства о браке на немецкий язык. Мы его заказали онлайн, тут есть такие специальные переводчики. Мы связались и выслали фотографию нашего украинского документа. И вот через несколько дней буквально нам прислали уже вот перевод. На такой бумажке просто сделали. Это как раз для немецкой конторы Standesamt. Вот этот перевод нужен. И за перевод мы заплатили 44 евро. Сразу по приезду мы побывали в джоб-центре. Нам надо было прийти отметиться, что мы и сделали. Потому что, как вы знаете, мы летали в Испанию с разрешения джоб-центра. Не просто так, не в самоволку. И вот мы пошли к ним на прием. И знаете, что они нам сказали? Все, халява кончилась. На работу надо. На работу надо. Пора работать, друзья. Смотрите, Лада в шоке. Все пишут нам в комментариях, да когда вы уже пойдете работать? Вот этот момент настал. Халявщики. Да. За наши налоги живут и ездят по курортам. Но, кстати, джоб-центр никогда нас не упрекнул в том, что мы куда-то ездим. И мы были, например, в АОК, это страховая компания. Перед тем, как уехать, я тоже общался с женщиной, спрашивал у нее, будет ли работать там страховка немецкая в Испании. Она тоже спросила, куда вы едете, я сказал. И она улыбнулась, пожелала счастливого отпуска. Короче, немцы очень положительно относятся, никто нас не упрекал. Нормально.
в том, что мы какие-то халявщики тут и живем за их счет. Они ведь понимают, что всю эту систему они придумали сами. И какой смысл упрекать людей за то, что они им сами дали? Когда мы шли в джоб-центр, мы знали, что у нас сменился оператор, то есть наш консультант. Теперь будет другой, и мы думали, что другому оператору придется все объяснять по новой. Про YouTube, про то, чего мы хотим, но... Какое было наше удивление, когда этот оператор новый совершенно сказал: вы же блогеры, у вас есть YouTube-канал, пожалуйста, оформляйте ГВР. У нее там все было записано в компьютере. Да. Мы волновались на немецком рассказывать. Нет, все, вы закончили языковые курсы, это я, и все, идите оформлять ГВРБ. Вот сейчас мы идем. Так, и где же здесь оформлять предпринимательство? Ага, инфотерминал. Так, смотрим, туалет от Штандензамт, Gewerbe, от Gewerbe. Что здесь, где? Здесь. Так, ага, адрес. Все, сейчас мы забьем. Комната номер 6. Идем. Так, выходим из этого здания, и нам нужно зайти вот в это соседнее здание. Старинное, кстати, здание такое, деревянное. И здесь попасть на 3-й этаж. Друзья, я просто в шоке. Мы сейчас вышли вот из Ратхауса. Я не снимал там внутри, потому что там было много людей. И на 2-й этаж поднялись. Просто хотели спросить, где мы здесь можем оформить ГВРБ. Там открытая дверь, никого нету. Сидит женщина, говорит, здесь. Говорит, что вы хотите открыть, какой вид деятельности? Мы им говорим, у нас YouTube. Мы хотим работать на YouTube. Нам в джоб-центре. Да, нам в джоб-центре сказали, что мы можем открыть. Она такая, в джоб-центре, да, хорошо. Позвонила кому-то, короче. И... Тут какие-то ауслендеры хотят чего-то открыть. Да, в общем... сказали, давай. В общем, ей дали разрешение, говорит, окей, давайте ваш Ausfenhaltitel, то есть это наш вид на жительство, то есть мой лично. Ладно, и документы не просили, потому что оформляется чисто на меня. И... Короче, она там колдовала 5 минут, дала нам 3 бумажки, смотрите, 3 бумажки А4 дала, и все, говорит, ну там я расписался, говорит, все, вы теперь предприниматель, вам нужно пойти и зарегистрироваться теперь в налоговой службе, только онлайн, система Эльстер, вы найдете это в интернете, и там зарегистрируйте свой аккаунт и будете платить налоги, показывать, какие деньги вы получаете, и, в общем, короче, уже теперь все. Друзья, я просто в шоке. Работники Германии, налогоплательщики. Мы теперь не халявщики, друзья. Не халявщики. Вот мы заплатили еще 45 евро за оформление ГВРБ. Да, это, кстати, оформление стоило 45 евро. Тут же на месте мы заплатили, все без проблем. Я не думал, что будет так просто. Я думал, будет какая-то волокита, будут спрашивать у нас какие-то разрешения на деятельность. Или документов, там, кто мы здесь вообще такие. Все, Ausfenhaltitel, и все, 5 минут каких-то там шаманских бубнов песен у нее в компьютере, и все. Слушайте, но все идет просто замечательно, просто очень хорошо, но есть одно но. Сегодня нам сразу же из джоб-центра пришло письмо, в котором написано: немедленно вышлите нам документы, подтверждающие то, что вы зарегистрировали частное предпринимательство. И на основе этих документов мы пересмотрим ваше право на пособие. И тут мы с Ладой испугались.
Что значит пересмотрим? Если они пересмотрят сейчас, а мы еще не зарабатываем никаких денег, мы не сможем оплачивать квартиру, мы не сможем платить страховку, мы не сможем вообще есть, ну, у нас денег Короче, мы испугались. не будет. Я слышал такие истории о том, что как только ты регистрируешь частное предпринимательство, они тотчас же снимают с тебя пособие. Но есть и другие истории, когда они рассказывают, что они учитывают, сколько ты зарабатываешь денег, тебе потом добавляют как бы до прожиточного минимума. Но может же какой-то период зависнуть, и у нас вообще не будет денег. Но поначалу точно не будет, потому что мы вообще не знаем, сколько нам YouTube будет приносить. У нас даже представления нету. Мы написали там минимальную сумму, какую, возможно, мы не знаем. Мы еще ничего Никто не не знаем, знает. друзья. Так что все, кто нам сочувствует, друзья, просто лайкайте наши видео усиленно, смотрите по 3 раза. И этого достаточно, чтобы вы нам помогали. Возможно, это выведет наше видео в рейтинг, и мы сможем хоть что-то зарабатывать. Спасибо заранее. Поскольку я теперь собираюсь записывать больше видео, больше материала, то мне нужно его где-то хранить, весь этот материал. Пришлось купить дополнительный съемный жесткий диск. SSD диск на 1 терабайт. Вот я вышел сейчас из Медиамаркта и купил вот такой вот диск. 870 это его название, а вообще 1 терабайт размер у него. И еще проводки к нему, для того, чтобы его можно было подключать к ноутбуку. Диск стоит 81 евро. 81 евро и 10 евро проводки еще отдельно. В общем, идут затраты на бизнес. Слушай, написала наша учительница по дойч-курсу Рафаэла. Опять приглашает нас на мероприятие в Штутгарте. Помнишь, мы ездили с тобой 2 раза? А, да. Очень интересно, там завтрак. И тогда были выступления, спектакли были. А сейчас будут музыканты. И мы с Ладой снова в Штутгарте. На этот раз нас пригласили на какое-то необыкновенное представление. Вот поставили юрту. Я так понял, это переносная юрта такая. Театр переезжающий с места на место. В общем, Ну это будет... же с едой, да, с фрühstück? Да, будет какой-то поздний фрühstück или как-то бранч называется, поздний завтрак. Он будет после обеда, 14 сентября, в субботу. Интересно. И она нас приглашает и говорит, если вы знаете людей, которые хотят прийти, то мы, в принципе, знаем таких людей, наши зрители какие-то просили, да, помнишь, писали нам в комментариях, скажите, как можно туда спрашивали, попасть? хотели попасть, но там я так и не написала, когда. Но на тот момент не было мероприятия, а вот сейчас Сейчас как раз сообщаем, да. в субботу, 14 сентября, после обеда будет точно написано вот в описании под этим видео, я все данные дам. Нужно зарегистрироваться по электронной почте, нужно написать Рафаэле, что мы вот хотим присутствовать. Это нужно для того, чтобы она рассчитывала количество еды. Ну да, там у нас есть видео, там можно посмотреть, как это происходит. Там маленький театр и, в общем-то, там ограниченное количество мест, но очень интересно. Очень Да, 15 евро стоит. Конечно, для нас это дорого, но когда мы начали разбираться, то, в принципе, в ресторане там еды не меньше, чем в ресторане. И, в общем-то, для ресторана это вообще дешево. А плюс еще и учитывая то, что там представление, и то, что там как бы можно пообщаться на немецком, это вообще очень даже там прикольно. Же немцы. И это как раз вообще мероприятие, придуманное для общения, для того, чтобы такие, как мы, изучали язык, могли общаться с носителями языка. Вот классно. В общем, мы туда пойдем. В общем, все ссылки в описании, приходите, не пожалеете. Вот так вот. По правде сказать, я уже успел немного заскучать за немецкими поездами. Все-таки каждый день в течение почти года мы ездили на курсы
на вот таком желтеньком поезде, который сейчас подходит. И сегодня я еду к своему штойр-оператору, что по-русски значит налоговый консультант. И буду у него спрашивать, как мне поступать, что мне делать с новым моим статусом, со статусом предпринимателя. Вот здесь такой красивый фонтанчик с такими вот милыми гусями. Я рядом с ними присел и жду своего времени. Мне назначено на 10 часов, я немножко раньше приехал. В общем, что я должен выяснить сейчас? Я должен понять, снимет ли Джоб-центр теперь с нас деньги из-за того, что мы оформились предпринимателями в Германии. Сразу ли снимет или как-то постепенно, как они вообще будут это делать, как мне платить налоги, какую сумму заявлять, потому что я не знаю, сколько я буду зарабатывать. В общем, куча вопросов к нему, я уже там подготовил целый список, как быть с медицинской страховкой и все прочее. Вот сегодня, я надеюсь, я выясню. И, в общем-то, то, что выясню, могу всему свету по секрету рассказать. Сейчас вышел от штойр-оператора, можно сказать, окрыленный, все получилось. Помог мне человек зарегистрировать свой бизнес в Финансамт. Оказалось, что мне открыли не полный Gewerbe, не предпринимательство на полную силу, а Klein-Gewerbe, так называемое, где как бы предполагается, что я буду зарабатывать не больше 10,5 тысяч евро в год. В общем, пока у меня такой небольшой бизнес считается, но это просто как предположение. Там неизвестно, сколько я буду зарабатывать, поэтому, в общем-то, в принципе, мне сейчас выгодно быть Klein-Gewerbe, потому что я буду отчитываться реже и не буду наперед платить налоги. Вот, все, что я понял. И Джоб-центр дальше будет продолжать нам помогать, потому что мой доход предположительный в месяц будет составлять не больше, чем 165 евро в месяц. А такая сумма как бы не считается какой-то такой, за которую можно жить вообще. Но показывать ее нужно уже с первых же поступлений денег. Все нужно показывать. Короче, друзья, фактически на этот момент у меня особо ничего и не поменялось в жизни финансовой. Но если заработки будут больше, чем 165 евро в месяц, то я должен буду это показать Джоб-центру, и Джоб-центр вычтет все мои доходы и пособия, короче. И таким образом, если мои доходы будут расти, то я постепенно слезу с государственной дотации и буду уже платить налоги и жить за собственный счет. Надеюсь, так оно и будет. Кстати, человек, который меня консультировал, взял всего лишь 50 евро за 2,5 часа. Сейчас мы с Ладой решили зайти к моей маме. Мы у нее, конечно, уже были после Испании, но сейчас зайдем и возьмем ее с собой вместе на прогулку, сходим в кино, покажем вам... Ой. Сходим в кафе, друзья. В кафе какое-нибудь и покажем вам, что мы привезли ей из Испании. Виталик хочет в кино.
Кстати, сейчас она позвонила, сказала, что у нее в гостях находится один ее сосед, друг, который часто заходит, африканец. Если он не будет против съемки, мы вам его покажем. Samuel, hallo. Meine Mutter Hallo. möchte eine Frage. Okay. Мама, привет. Здравствуйте. Ты как, ты вяжешь? Там жду вас. Что у тебя получается? О, и Guten Abend. познакомьтесь. Мы уже познакомились. Молодцы. Замуэль, да? Самуэль. Самуэль. Samuel. Самуэль. Сюда ты. Setz dich hin, ich stehe. Alles gut. Мы как-то в одном из видео показывали, что мы маме принесли и подарили вот эту вот швейную машинку, которую мы нашли, ну, которую люди отдавали. И мы ее не могли открыть. Посмотрите, теперь Влада вот одним движением ее открыла. Короче, мы ее уже раскладывали, оказалось, что она рабочая. А открыли ее наши друзья. Они узнали, что мы не можем открыть, сказали... Взломали. Ну да, они при помощи инструмента так расперли. В общем, но она открылась. Ура. Ключик, да, ключик не удалось подобрать, зато аккуратно не сломали замок. Вот смотрите, так он и торчит, закрытый как бы. Чуть-чуть покоцали дверку. Но она рабочая, электрическая машинка. К маме пришли гости, мастера могут открыть, попробуют открыть швейную машинку. Надо переделать этот ключ, скорее всего. Ну, не совсем подходит, да? Нет. Это уже подойдет, но не идет. Какие-то еще способы есть, кроме ключа? Да, сейчас мы ручкой попробуем. Оп. Сломался ключ. Не очень крепкий был, да? Они дюралевые. Вообще не крепкий. Ну, давай. Я, скорее всего, этот язык, который там был в середине, не отломал. Я оставил. И вот он остался, да. Может, мы не первые, кто их хочет открыть, поэтому, может, он не открывается. Ну, Так да. запросто. Ну да. Скорее всего, так и есть, поэтому и выставили, да? Ну нет, кому она нужна ведь. Да? Конечно. Это тут не ценность. Не, абсолютно. Это может где-то на этом, на Антик. Марксе, там дома, в этом, в Украине или в России можно было еще за нее. Так, смотрите, разобрались, короче. Держим вот так вот электричество, подключили. Это электрическая машинка. И она строчит немножко. Капец, работает. Вот причем как мягко идет, а? Да. По маслу. Зингер, это же Зингер. Правда, мама сказала, что уже не помнит, как ей работать. Или помнишь? Сложно. Сложно теперь, да? Сложно. Ну ничего, может время пройдет, ты займешься. Можно не привязываться. Да не надо пристегиваться, мам, пристегивайся аккуратненько. Это же Германия, здесь безопасность прежде всего. Сюда. Все, сейчас едем сначала молока, купим в фермерском магазине, потому что в воскресенье только там можно купить молоко. А потом в какое-нибудь кафе, возможно, тоже турецкое. Воняет тут. Сегодня мы приехали в Туркхайм, в магазинчик рядом с фермой. Видите, здесь коровки живут. Мы уже как-то показывали их. И тогда не так воняло, а сейчас прям сильно. Наверное, ветер в эту сторону. Мы за молоком приехали. Сейчас
Возьмем бутылки. Да, бутылки в машине, сейчас. А можем, кстати, мороженым угоститься, если хочешь, мам. Одну бутылку. А, это стеклянная бутылка, Ладось, поэтому она дорогая. Специальная стеклянная бутылка для молока. Евро 50 стоит. Ну, конечно, так дорого покупать в стекле. Это она должна быть тогда у нас стационарная. Ну да, ее надо мыть. Кстати, у нее крышка вот такая вот, как на Видишь, я банке. уже не разливаю. Да, молодец. Я уже научилась. Смотри, какая крышка. Да, это хорошая. Хорошая бутылка, дорогая, ее можно с собой возить. Особенно учитывая то, что это работает круглосуточно. И смотри, ты, да, даже ночью можешь сюда зайти, и в воскресенье. Когда все закрыто, это вообще отлично. В любой момент приходишь, тут кофейку попил, мороженое съел. Это шикарно. Смотри, дачу дали, все. Все. Свежая, холодненькая. В жару это просто сказка. Мы должны напомнить, стоит 1 литр, 1 евро. 1 евро. Решили мы тут в центральной части города сходить в кафе с мамой. Возможно, прямо вот в это. Но тут, смотри, солнце светит на столике, нам будет неприятно сидеть. Или внутри можно посидеть. Смотри, сколько всяких угощений тут. Мы решили зайти в середину кафе. Здесь прохладнее, потому что, хотя это и не Испания, то здесь все равно сейчас на улице очень жарко. Сегодня просто 30 с чем-то градусов. В Испании тоже было 30, только там было очень жарко, как Душно, душно, да. душно. Там влажно, а здесь немножко суше, немножко легче, но тоже жарко. В общем, мама еле дошла. Я вся мокрая. Да. Вся мокрая. Взяли 3 чая черных, потому что кофе тяжелый напиток для печени. И сладости набрали. Тут такие огромные куски дают. Вот это вот. Все это стоило 14 евро вместе. Я даже не знаю, почем тут чай. По-моему, вот это вот все по 5, каждый кусочек. Это 10. И чай Сколько ты заплатил за все? 14 евро. Ого, А что, ого, это не так-то и много. Для кафе ну да, это для кафе нормально. По обычно. сравнению с Испанией. Да, мы с Денисом заходили сюда 2 раза. Меньше, чем по 15 евро не платили. Мы брали Вдвоем, кофе. а мы втроем. Ну. Хорошо. Мамусь, как тебе тут вообще без нас жилось? Я уверена была, что у вас все хорошо, поэтому... У нас-то да, у нас хорошо, да, ты видела. А тебе трудно было самой? Тебе Лена помогала, приходила, да? Да, и Лена, и этот самый... Саша. Саша. И так, Денисов заходил и один Денисов раз, да? заходил. И сосед твой, Самуэль, тоже посещал тебя, да? Приходил. Так, давайте я вам положу кусочек. Так, А знаешь, мы тебе подарки привезли из Испании. О, Мы сейчас их даже с собой взяли, сейчас покажем. Ух ты, смотри. Ты будешь как испанская сеньора. Сейчас еще жарко, тебе хорошо? Нравится? как раз вовремя. конечно, спасибо. А тебе, кстати, смотри, по цветам Да, к платью как раз- подходит как очень, раз, да? да? Малого, Вроде- видите, написано Малого с Малого. А як його перевести? Это название города, он не Название переводится. города. Подождите, как его так, чтобы видно было, вот так вот, чтобы видно было красоту Венеры.
Супер, ну показывай еще, что ты там подарила. Это мы тебе ходили специально по магазинам в Малаге, искали, Смотрите. чтобы такого подарить. Это маникюрный Набор набор. маникюрный, да. Да, будете Це стричь як у ногти. молодості. Да, да. Всё, У вас вот. начинается молодость. Новая молодость. Молодость 2.0. И вот такое тоже. Все Малага, видите, Малага, вот зеркальце. Ух ты. Смотрите. Оно немножко Ви хоч увеличивает. би не уродіть. Красавица. А мама красавица. Да. Испанская. Спасибо. Дайте я вас поцелую. Так Вы я умничка. Вы умничка. Да, а все мы я боялись, что ты без нас. Да. тебя потом поцелую. Хорошо, да. Смотрите, как здесь катают собак. Главное еще язык немножко. Ну вы уже начинаете, да, по чуть-чуть язык? Немножко вот с Самуэлем, да, чуть-чуть? Так. Ну, пару если я слов, буду да? с кем-то разговаривать, это даст Хотя бы результат. одно-два слова, да, тем более, что мама учила же. Слов много знаю, но произношение у них другое. Ну, вот, допустим, дом как? Хаус. Чашка. Только что говорила Лада. И не помню. Хорошо. помню. Мама как? Муте. А ты говорила, сейчас придет мой сын. Помнишь ты сама? Мансон. И что? Мансон. Он придет? Коммен. Коммен. Да, вот видишь. всё. Молодец. Мама немка, фрау, Сеньора. сеньора. Все, друзья, на этом мы с вами сегодня прощаемся. До следующего видео. Желаем вам, как всегда, мира, счастья, благополучия, успехов во всех делах. И лето вечно. Вечного лета, да. Вечной молодости и всех хороших вещей. И вкусных пирожных тоже. Всем пока.